Всем привет! Меня зовут Георгий Албуров, и с 2012 года я работаю в отделе расследований Фонда борьбы с коррупцией. Это больше 5 лет. За это время много чего произошло. Мы опубликовали, наверное, под 100 расследований, и десятки раз я запускал коптер над секретными дачами чиновников. На нас подавали в суд, у меня были обыски, у меня было уголовное дело в конце концов, да чего только не было. Но несмотря на это все, мы в отделе расследований никогда не забываем своих выпускников. Спустя годы после публикации мы все еще внимательно следим за тем, как же складывается их судьба. А складывается она очень часто причудливым и интересным образом. Чтобы рассказать вам о судьбах наших любимых героев, которых мы разоблачали за эти годы, я решил записать для вас вот этот ностальгический ролик. В общем, дорогие друзья, я официально приглашаю вас на вечер встречи выпускников отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. Поехали! Говорят, первый выпуск он самый дорогой и любимый. Это действительно так. Расследование про старика Якунина мы выпустили в незапамятные времена, аж в 2013 году. Ну вот, кто не помнит, как выглядела наша чудо-схема, суть которой предельно проста. Владимир Якунин, тогда еще глава российских железных дорог, организовал какое-то безумное количество личных бизнесов, все из которых существовали за счет РЖД. Электронные билеты, журналы в поездах, гостиницы на вокзалах, даже георешетки для строительства путей. Все продавалось и строилось через сеть якунинских офшоров. Схема, кстати, до сих пор висит у нас в офисе на стене. Ах да, еще Владимира Ивановича мы особенно любили за его патриотизм. Он прямо особенно отличился в этом направлении. Посвятил себя патриотизму целиком и полностью, рассказывал про угрозы хищного Запада, который вот-вот сгноит Россию. Запад, по Якунину, разработал план по навязыванию коррупции среди российских элит. Ну классно, правда же? А книги какие он шикарные писал. Вот это наша любимая западня. Новые технологии борьбы с российской государственностью. Там полкниги про заговоры и план Даллеса. Слово «скрепы» в тексте встречается аж 35 раз. У нас даже раритетная бумажная копия этой книги в офисе была, но недавно уборщица ее случайно выкинула. Или не случайно. Так что же стало с главными героями? Начнем с главы семейства. Владимира Якунина отправили в отставку, и в России он не появляется уже очень давно. Сразу же он бросился прямиком в тыл к врагу. Его фонды теперь занимаются изучением планов по разрушению России из Берлина. Сам он чаще бывает в Лондоне или, как нам рассказывали очевидцы, где-то в Италии. Но самую ответственную роль в борьбе с Западом Якунин поручил самым близким людям – своим сыновьям. Это похоже на какую-то патриотическую спецоперацию с элементами маскировки и внедрения. Иначе зачем старшему сыну Якунина Андрею, и всей его семье, кстати, тоже, становиться гражданами Великобритании? Или вот еще элемент патриотической схватки с врагами. Младший сын Виктор Якунин становится гражданином Республики Кипр. Вот это борьба, вот это самоотверженность. Российская духовность может спать спокойно. Все шпионы внедрены. Лишь однажды старший Якунин допустил досадную осечку. В своем интервью BBC он в патриотическом угаре, разумеется, приглашает ведущего в гости к себе на дачу в Якулинино посмотреть на знаменитое шубохранилище. Is it true there was a special room for all the furs that you were storing inside? This is a funny story, just invention, you know. If you are in Moscow, But I invite you. the property was yours, was I it not? invite you to this property to show this small, storage for the furs. Но тут есть небольшая проблемка. Российским СМИ Якунин неоднократно рассказывал, что эту самую дачу он давно продал и не имеет к ней вообще никакого отношения. С якунинским интернационалом разобрались. Давайте поедем дальше. А точнее даже поплывем. Когда мы делали расследование про Медведева, мы просто голову себе сломали, изучая его яхты. У него их было 2, и обе назывались «Фатиния». Нас это поначалу сбивало с толку. Название одно, а яхты почему-то 2. На фотографиях они разные. Сейчас же, когда Дмитрий Анатольевич пользуется новой «Фатинией», то у нас возникает резонный вопрос. А куда, собственно, делась первая «Фатиния»? Она как будто испарилась или даже залегла на дно? Ну, куда может пропасть 25-метровая яхта?
так что ни на одной фотографии в интернете ее нет. И вы знаете, мы нашли старушку Фатинию. Знаете, кому она сейчас принадлежит? Дышите глубже. Это прекрасно. Она принадлежит Николаю Терентьевичу Шамалову, другу Путина, отцу мужа его дочери, то есть свекру. А знаете, как теперь яхта называется? Татьяна. Славную традицию прерывать не стали, и яхту, названную Фатинией, то есть Светланой, в честь жены Медведева, переименовали в Татьяну. Угадайте с 3 раз, как зовут жену Шамалова? Ее зовут Татьяна Михайловна. Интересно, как это работает? Ну, Медведев разместил на каком-то кремлевском сайте с объявлениями фотографии Фатинии, а Путин переслал это своему свекру по WhatsApp? Следующие наши выпускники – это семья генерального прокурора Чайки. Я не буду пересказывать суть расследования, для тех, кто не помнит, призываю посмотреть фильм «Чайка». Он размещен на нашем канале. Так что же происходит с предприимчивыми чайками сейчас? Начнем с Артема Чайки, старшего сына. С ним история такая. В 2015 году, когда мы публиковали наше расследование, он тщательно скрыл свой бизнес. Мы потратили долгие недели на доказательство того, что он является настоящим владельцем рудников и карьеров и другого разного бизнеса. Мы реально очень-очень сильно заморочились. Анализировать совпадения по адресам, телефонам, директорам, все это было достаточно сложно. Мы пытались найти зацепку хоть за что-то. А что теперь? А теперь Артему Чайке даже стесняться нечего. Про него и так все знают, а бояться ему тоже нечего. Мало того, что он оформил на себя лично все активы, о которых мы рассказывали, так еще и разрастил свою бизнес-империю до каких-то невообразимейших масштабов. Артему Чайке сегодня принадлежит порядка 20 фирм, занимающихся разработкой месторождений по всей России. Этим фирмам принадлежат бессрочные лицензии на добычу полезных ископаемых и пользование недрами в Ростовской области, в Сибирском федеральном округе, в Свердловской области, в Тульской области, в Челябинской области. Он добывает гипс и известняк в Ленинградской области, в Республике Карелия, в Калужской области. У него соляные и песчаные гравийные карьеры. Там же он производит и торгует газобетоном и строительными материалами. И все это его новый бизнес. Его старые проекты типа греческой гостиницы никуда не делись. А что же с младшим Чайкой, Игорем? Если его брат скупает хотя бы похожие по профилю активы, то в случае с Игорем кажется, что для построения своей бизнес-империи он пользуется совершенно случайным генератором слов и мест. Давайте просто прочитаем новостные заголовки за последние пару лет. Майнинговые фермы в Приднестровье, поставки шоколада и кваса в Китай, выращивание шампиньонов, железнодорожные шпалы, посол бизнеса в Молдове, опреснение воды в Иране, строительная компания в Крыму и санаторий там же, мобильное приложение для китайских туристов, 1 000 000 квадратных метров жилья в Москве. Это не случайный набор слов, не бред сумасшедшего и не стартап идей с пабликов ВКонтакте. Это то, во что 28-летний сын генпрокурора инвестирует, не пойми откуда взявшиеся у него миллиарды рублей. Ладно, хватит уже про бизнес-успехи, давайте перейдем к чему-то более приятному – светской хронике. Вот, например, Елена Скрынник. Бывшая чиновница, глава Министерства сельского хозяйства. Будучи еще чиновницей с многолетним стажем, она купила еще в 2006 году дом на юге Франции. Он стоил 8 миллионов евро. С 2006 года много времени прошло, и Скрынник давно не чиновница, но это нам не мешает проследить за ее судьбой и за судьбой ее зарубежной недвижимости. Тем более это очень несложно. На спутниковой карте прекрасно виден ее дом и участок с бассейном, очертания которого без труда угадываются за спиной у этого молодого человека. Это Дмитрий, он бывший солист группы Revolvers и муж Елены Скрынник. И из этого прекрасного и очень забавного инстаграм-аккаунта становится понятно, что это именно он живет на французской вилле Скрынник. Вот, он там же хвастается своим Бентли, вот еще Rolls-Royce, вот как Дмитрий проводит свой французский досуг. Так что на месте вилла Скрынник используется по прямому назначению. Я не богатый человек, я немного обеспеченный человек. Наш следующий выпускник Максим Лексутов. О фиктивном разводе вице-мэра Москвы, который отвечает за весь столичный транспорт, мы говорили в 2014 году. История проста до безобразия. У Лексутова был бизнес, связанный с транспортом. Это Аэроэкспресс, доля в Трансмашхолдинге, крупнейшем производителе вагонов для московского метро. И вообще куча разного другого бизнеса. Как ни крути, огромный конфликт интересов для чиновника Лексутова.
Да еще и, как назло, госслужащим запретили иметь иностранные компании, а у него все оформлено через Эстонию и Кипр. И так уж вышло, что именно в этот момент Ликсутовы решили развестись. И весь бизнес, вы не поверите, вообще весь бизнес отошел Татьяне Ликсутовой. Конфликт интересов разрешился, и владение запрещенными иностранными активами Ликсутову больше было не порешить. А 33-летняя фотомодель стала счастливой обладательницей многомиллиардного бизнеса. Мы, конечно, сразу говорили, что этот развод полная липа. Но тогда нам отвечали: откуда вы знаете, ну разошлись люди, бывает всякое, оставьте личную жизнь вообще в покое. Жизнь-то, конечно, личная, но до тех пор, пока она не используется для прикрытия откровенной коррупции. Время прошло, и, как говорится, все расставило на свои места. В этом году была новость. Татьяну Ликсутову ограбила домработница, украла украшений на 23 миллиона рублей. И ограбила она ее не на улице в Таллине, где Ликсутова официально живет после развода, а в доме в поселке Мичуринец, это в Переделкино. Дом принадлежит, догадайтесь 3 раз, Максиму Ликсутову. Свои украшения она хранит почему-то именно в доме у бывшего мужа. Кроме того, мы узнали, что в начале 2015 года, спустя 1,5 года после развода, Татьяна Ликсутова в Лондоне родила дочь. У нас есть документ, подтверждающий этот факт официально. Вот, посмотрите на свидетельство о рождении. В графе «Мать» Татьяна Ликсутова, в графе «Отец» прочерк. Ничего, пустота. Я понимаю, что здесь мы ходим по тонкому льду личной жизни, в которую влезать нельзя. Так что оставляю этот документ без дальнейших комментариев. И перехожу к целой команде светских львиц. «2015 год. В рамках кампании против незаконного обогащения у нас был целый проект под кодовым названием «Цацкинг». Мы отсмотрели, наверное, 1000 официальных фотографий московских чиновников и чиновниц и обнаружили, что часто на них надеты аксессуары и украшения, которые по стоимости превосходят их годовой доход. Вот, например, на Валентине Матвиенко часы за 8 миллионов рублей. Или сережки за 1,5 миллиона. Вот на Яровой целый пакет украшений на 800 тысяч. Но больше всех отличились чиновницы из московской мэрии. Можно было открыть буквально любую фотографию с заседания правительства и обнаружить там всяких часов, бриллиантов и так далее на миллионы рублей. На обычной рабочей встрече Анастасия Ракова, заместитель Собянина, надевала украшения, как будто она собиралась получать «Оскар», а не обсуждать проблемы транспорта и ЖКХ. То же самое происходило и с ее коллегами Натальей Сергуниной и пресс-секретарем Собянина Гульнарой Пеньковой. К сегодняшнему дню ситуация кардинально изменилась. В поисках новых бриллиантов московских чиновниц мы просматривали все новые и новые фотографии с московских мероприятий. И там ничего. Это просто чудо какое-то. Чиновницы теперь не носят украшений вообще. Ни подвесочки, ни браслетика, ни часов с бриллиантами. Любо-дорого смотреть. И только Анастасия Ракова изредка позволяет себе вольность надевать скромный серебряный крестик. Подозреваю, что московские чиновницы на нас жутко обижены, так как им теперь приходится радоваться своим украшениям только дома. Потому что только там их точно не будут фотографировать. Вечер встречи в самом разгаре. Впереди много интересного, а мы переходим к новостям криминала. Наш выпускник 2013 года. Он член легендарного кооператива «Сосны». Мы рассказывали о нем много раз. Там сплоченной кучкой живут высокопоставленные единороссы Володины, Неверов и другие. Вот это видео пролета над кооперативом жуликов вам точно напомнит, о чем я говорю. А Шлапов, как полагается члену кооператива «Сосны», еще и видный единорос. И бывший депутат, и даже исполняющим обязанности губернатора Красноярского края успел побывать. А также еще спецстроем руководил. В общем, полный фарш. Мы с самого начала говорили, что Ашлапов такой же жулик, как и все его соседи. Но вот, в отличие от них, дела у него сейчас пошли, прямо скажем, по наклонной. В 2016 году против Ашлапова возбудили дело о мошенничестве, совершенное организованной группой. Позже ему добавили статьи за руководство преступным сообществом и растрату денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный». За все это Ашлапов попал под домашний арест. Особенно отрадно видеть перечень всего его имущества в решении об аресте. Квартиры по 200 метров, дом 1000 метров. Сразу видно, арестовывают видного единоросса. И отбывать домашний арест он будет, где бы вы думали, в своем особняке в кооперативе «Сосны».
даже сможет гулять по своему огромному участку. Об этом прямо в решении написано. Он же не лайки ВКонтакте ставил в конце концов. Зачем такого хорошего человека в СИЗО? Правильно? И к другим новостям арестов. К нашему большому удивлению, мы обнаружили, что имущество также было арестовано и у другой нашей известной выпускницы, героини расследования 2013 года Анны Собяниной. Ее 200-метровая квартира в центре Санкт-Петербурга вот прямо сейчас находится под арестом за какие-то неуплаченные налоги. Уж не знаю, какая семейная драма к этому привела, а может просто чья-то безалаберность. Но факт есть факт. Квартира Собяниной под арестом. Увы. Ладно, давайте уже заканчивать с грустными новостями. По крайней мере, у нескольких наших выпускников дела идут куда лучше. И мы искренне этому рады, и вы будете тоже. Пинкертон, один из любимцев вице-премьера Шувалова, пассажир частного борта «Бомбардье». В августе 2017 года он стал чемпионом на шоу в Зальцбурге. Поздравляем, Пинкертон! А в июне шуваловский корги Цесаревич взял приз на выставке в Италии. Пинкертон там тоже что-то взял. Ура! В мае и Цесаревич, и Пинкертон получали призы в Дортмунде. Были еще призы из Москвы, Будапешта, еще много откуда. Как хорошо! Но я не радуюсь. Мне грустно. Потому что все эти истории, которые я вам сегодня рассказал, это пример того, как беспомощна и бестолкова наша правоохранительная система. Как институты, которые созданы, чтобы защищать права всех россиян, защищают вместо этого бизнес-интересы чиновников и их детей. Насколько лживо и лицемерна наша патриотическая элита, у которой где ни плюнь, то иностранное гражданство, то дом где-то на лазурке. И это ведь абсолютно замкнутый круг, идеальная преступная схема. Бывший министр сельского хозяйства покупает себе дома во Франции и хранит на счетах миллионы евро. А российской прокуратуре на это все равно. Российские прокуроры сами, когда они ведут бизнес с цапками, выводят деньги за границу, тратят их на греческие гостиницы и швейцарские дома. А кто им что скажет? Депутаты-соседи по даче? Судьи на Хаммере? Пресс-секретарь с часами за 37 миллионов? Или, может быть, премьер-министр? Но он не скажет, он занят, он свою яхту продает свекру Путина. Вы вот смотрите это видео, а Якунин прямо сейчас летит где-то над Европой. Бывшие коллеги Елена Скрынник посмеиваются над ее семейными фотографиями. Артем Чайка разрезает ленточку где-нибудь на каком-нибудь очередном месторождении. А Анна Собянина бежит к судебному приставу снимать арест с квартиры. А в это время кандидат в президенты Алексей Навальный сидит в спецприемнике по сфабрикованному обвинению. Потому что хочет положить всему этому конец. Потому что сидеть должны те люди, которые воруют из бюджета, а не те, которые об этом говорят. И Навальному нужна ваша помощь. Заходите на сайт 2018navalny.com, становитесь нашим волонтером, ставьте подписи за выдвижение. Без вашего участия ничего не изменится. Это точно.